Мы сегодня приехали в Бахчисарай и взяли джип-тур, если я не путаю. Здесь вот та булочка, которую я вам показывал, да, до этого. И мужские, и женские есть. Еще там что-то. Сумки, кошелечки. Вот эти красивые сумки, да. Сколько такая стоит? Съезжаем, они уже там стоят, ждут. Сколько такая стоит? А потом по машине уже девочка. Цену не говорят. Вот наш джип. Сейчас мы будем усаживаться. Ой, тут ковры-то эти все висят здесь. Залазьте, Ваня. Угу. Залазьте, Ваня. Ой, какие горячие сиденья. Сейчас я отъеду. Макет музей. Кофейня. Сейчас отъедет, Лариса сядет. После я вас оставляю около пещерного города. Рекомендую сказать пешую тропу Свято-Успенскую действующую мусульманскую историю, как бы за пешую тропу правильно? За пешую тропу ползи же. Вот там монастыря, от пещерного города к монастырю. Да. Пещерный город вход, так как государственный объект 200 рублей взрослый билет. За это вы сразу. Чтобы не было подводов ко мне, а так все остальное. Ханский дворец на реставрации закрыт. В этом году, так, маршрут у нас обычный стандартный, 4 смотровые площадки. Пещерный город, все лето. Просто почему интересуешь, у нас... Самый большой, Да, 4 стандарта. 4 это самый большой. Просто есть дополнение к маршруту. То есть еще добавляют смотровые по желанию. Отдельно. Так самый обычный стандартный маршрут. Большой, мне нравится. Машины подготовлены, как бы, несмотря на то, что я молодой, уже 4 года ездил. Так, ребят, смотрите, здесь у нас первая смотровая площадочка, с видом на все учили старой части города. То есть мы наблюдаем за старой частью города, за Ханским дворцом, вот эта вот большая двухэтажная крыша, это у нас Ханский дворец. Да, то есть общая площадь дворца 3,5 гектара, на самом деле, то не помню, как бы там может 3,2. Раньше, чтобы вы понимали, дворец занимал общей площадь 19 гектаров. То есть насколько масштабы Ханского дворца сократились. Я вам это могу примерную площадь показать по мечетям. Раньше в Ханский дворец ходило у нас 4 мечети, сейчас в данное время уже осталась одна мечеть. Да, вот грубо говоря, вся долина. Вот смотрите, я вам по мечетям показываю. В Ханском дворце у нас первая мечеть, видите, два минарета, то есть это мечеть. Теперь же смотрим налево, видите, откуда мы заезжали, вот еще один минарет. Вот это вот была во дворце первая мечеть. Во дворце сейчас вторая мечеть, вот там у подножия горы видите еще один, третья мечеть. И в ущелье еще, если углубиться, просто отсюда не видно, там есть еще одна мечеть. То есть дворец начался отсюда, заканчивается аж вон там, вот ущелье. То есть старая часть города у нас занимает как раз таки только это ущелье. Почему говорю только ущелье? Потому что там на скале вот эти постройки, уже это известно задача какие-то дачи. Ну, есть, конечно, и старые постройки, ну и чисто используют как дачу.
Ну вот этой дорогой мы поедем, да, здесь караван ходили? Да, дорога тысячелетий. Да, сейчас мы чуть-чуть выше поднимаемся. Или вы имеете в виду за шелковый путь дорогу? Я не знаю, она показала много чего, куда-то там. Шелковый, да. Шелковый путь, а мы ее будем наблюдать, дорогу шелковый путь мы будем наблюдать сверху с последней смотровой площадочки, с четвертой, то есть с базарной площади. Теперь же обращаем свое внимание на вот эту вот гору, видите, выпуклые торчащие формы вот здесь у нас. Эта гора называется Долина Сфинксов. Если приглядеться, эти выпуклые торчащие формы похожи на форму человека. Здесь природные явления. Да, алло. Маргарита Николаевна напророчила нам тут джипинг. Сели, поехали. На свою голову, как говорится. По Бахчисараю. 4 остановки, и потом еще пешком там до храма идти. Но мы выбрали такую экскурсию, чтобы до храма идти не в гору, а наоборот с горы. Поэтому полегче. Ну ладно, забавно для воспоминаний. Около 6000 стоит вот эта вот экскурсия. Но мы договорились за 4. Джипинг-трипинг. Судят. Наш водитель очень серьезный. Сейчас он снимает шлагбаум. Снимают все преграды. Да, запретная зона. Вот мы едем дальше. А это всегда открыт, поэтому едем дальше. Отлично. Мы сделали. А закрывать за собой будем? Нет. Дадим дорогу молодым. А тут такие, как мы тут поднимаемся, придется останавливаться. Тут правда вон какие ямины, кошмар. Пипец. Так, вот это у нас дорога, называется дорога тысячелетия. Она у нас только начинается. Да? Да, это дорога тысячелетия, но это не шелковый путь. Шелковый путь другая дорога. Но она нет. А что с этой дорогой Это дорога связано? тысячелетия. Почему? Потому что там у нас последняя правительница была Джанике Ханум на священном городе Чебоксаре. То есть и там есть вот от пещерного города, вы спускаетесь к монастырю. Раньше эта дорога и существовала только одна, то есть она была скрыта. А потом уже Екатерина II там заключали мирный договор с Она Джанике из Ханум. сюда пришла, Екатерина, да? Да, Екатерина II. Вот Иван, он ее ярый поклонник. Да, да. И вот Екатерина II вот здесь вот открывала тропу, то есть на упряжке с лошадьми. Потому что я Бедные праправнук. Бедные лошади, Да. да? Как вообще это все можно забирать и тащить? Понятно то, что вот старой тропиночки, конечно, тут уже ничего и Не, не ну осталось. пипец тут, Да, конечно, ну, как тут можно уже ездить? со всех сторон раскатано все. Ну, то есть эту тропинку... по такой дороге тяжело идти. Ну да. Бедные лошади, ходят. Ну, а раньше, блин, там вот если дальше в гору углубиться, там везде такие подъемы. Здесь можжевеловая подъемы, роща. Да, вот как бы. И представьте, они, блин, идут тут деревья и как бы ломают сквозь деревья, как бы и идут как впереди. Ну и вот поэтому это дорога тысячелетия прозвали, потому что Екатерина II открыла дорогу, новую дорогу к базарной площади, то есть, и потом уже эта дорога, естественно, уже все А они тут знали. какой-то базар есть, да? Есть базарная площадь, да, это последняя смотровая, 4-я по счету у нас будет. Она находится около самих ворот пещерного города Чебоксаре. Просто почему дорога была только секретная? Потому что, то есть была дорога другая, в пещерный город, чтобы добраться, но ту дорогу прекрасно могли наблюдать сверху, то есть если уже нападали, не дай бог, на пещерный город, то есть и они уже, люди были уже готовы к войне, то есть и готовы были давать отпор. Поэтому официальная дорога вот так вот, чтобы была она конкретно именно, ее не открывали. И потом уже вот, когда осталось Джанике Ханум, то, что говорил, уже опасаться было, так сказать, нечего. Это вторая наша остановочка, вторая смотровая площадка. Даже здесь есть базарчик вот такой. Здесь можно сфотографироваться с... Ух ты, какие гранаты. Да, здесь можно сфотографироваться. Сейчас у меня подводочка. Здесь можно сфотографироваться с орлами. Пока я их не вижу, но где-то они здесь есть. По-моему, 1000 рублей стоит. Смотрите, какая основа здесь. Каменистость. Теперь же мы едем в пещерный город Чуфуткале.
который подготовлен к посещениям, то есть все в более-менее нормальном состоянии. Есть у нас еще 3 пещерных города, которые не экскурсионные, то есть обращаю внимание на правую сторону. Упала или так растет. Гора в форме вулкана, видите ее? Это у нас пещерный город, называется Копейкин. Там у нас более 150 искусствоводных пещер. Вот это, видите, Это вулкан. всё присутствует. Пещеры расположены в 2 этажа, чтобы вы понимали. То есть первые этажи как бы погребы, загоны, а вторые этажи уже сами жили ханы, там как бы и тому подобное. Туда так само можно добраться экскурсией, то есть на машине, либо От тучек любители, тени, кто видите, любит какие? походить пешком, могут как бы один и ушел как бы пешком. Смотрим дальше, площадка из леса такая вот уже вторая. По счету у нас видно же такая вокруг продольная залысина. Это у нас Да, это пещерный город, называется Кыскармен. А это шиповник, что ли, или Это что? шиповник. Да. Называется Кыскармен. Там более 160 искусственно-водных пещер. Пещеры перевод также самое, есть? не экскурсионные. Да, сейчас дойдем до этого. Кыскармен в переводе означает девичьи пещеры. То есть, а почему девичьи пещеры? Потому что ханы в ханское время, перед тем, как жениться на своей будущей супруге, в честь родителей оставляли супругу в одной из пещер, то есть будущую супругу оставляли в одной из пещер на ночь. На следующее утро приезжали и проводили обряд церемонии свадьбы именно на этой горе, как бы. Такие традиции были скорее... Такие традиции были для того, чтобы девушка, в принципе, могла подумать и принять правильное решение, как бы, так такового у нее выбора не было. Да, выбора у нее так такового и не было. Хочешь, не хочешь, она выходила как бы замуж. Да, А как же их отвозили туда? По этой тропе? По шелковому пути, вот дорога, вот если приглядеться, вот здесь вот, в лесу есть белые тропиночки. Вот такие, она то есть, видна, да, вот эта там белая вот тропинка. более левее, вот там вот И есть. прям в скале там она оставалась, да? Да, вот это вторая, вон по счету такая, видите, плата зеленая. Это вот Кыскармен там. Смотрим теперь дальше, вот большая, третий холм у нас, большая гора такая, называется пещерный город Качи-Кальон. То есть Качи-Кальон, там у нас есть рядом бисерный храм Скит Святой Анастасии, за который я вам рассказывал. Вы здесь, посещая пещерный город, спускаетесь к Свято-Успенскому действующему монастырю. А там посещаете сначала монастырь бисерный, а потом спускаетесь вниз к пещерному городу. Там у нас более 180 искусственно пещер. Пещера расположена на 4 грёдах, то есть там 4 гряды, то есть и по 4 грёдам это уже как бы... Как типа, как есть поселки, ну а там вот грёдами вот они, то есть по отдельности 4 гряды. Теперь же покажу вам гору Айпетри. Смотрим на вот этот вот хребет такой, вот видите, продольный он у нас. Вот там вот залысина на скале, видите, залысина, и она вот поднимается более выше. В более ясную погоду там можно проглядеть такие белые купола. То есть сейчас мы, может, и видим силуэты, но мы не понимаем. То есть, вот там вот гора Айпетри находится, там 1750 метров над уровнем моря, это с Зубцов, самоплат 1 до 34, 1234 метра. То есть за горой Айпетри, естественно, Ялта, Алушта, Тамислов, Семилис. А белые купола, за те, которые я говорю, это вообще скрытая воинская часть. То есть, там, как бы она до сих пор действующая, и там военный, как бы, служит. Ялта, Алушта, Тамислов, Семилис за горой Айпетри. Теперь же, смотрите, покажу вам Ялтинское Загорское водохранилище. Если обратите внимание по самому низу, в конце белая продольная полоса, видите ее? Белая продольная полоса это дамба, а там проблески водички, кстати, сейчас довольно-таки хорошо видно. Если находиться около водохранилища, то конца края на самом деле не видно. Можно уходить туда, вот в скалы, в ущелье, там как бы. А вулканы последние? Вулканы нет. Ну вообще когда-то были? Честно, при моей жизни не было вообще. Также пополняет подземными родниками, которые стекают с гор, подземными родниками и водой, которая стекает с гор. Теперь же, как туда эта вода поступает в Ялту? В военное время под горой Петри вырубали тоннель для того, чтобы военные могли переходить в сторону Ялты быстрее. Не буду говорить конкретно то, что это на самом деле было именно так, потому что я не уверен, как бы это чисто вот я читал за это. Прорубали тоннель для того, чтобы военные переходили в сторону Ялты быстрее. Сейчас в данном месте Сокол, это большая проложили птица. огромные трубы и качают воду с Ялтского водохранилища. Крылья какие. Через город. Это тоже песчаный город. Теперь же смотрим налево. В лесу у нас расположены такие белые купола раскиданы, видите? Белые купола все видим? Ну это да. у нас село Научное, местная обсерватория. Оттуда выходит весь прогноз погоды Бахчисарая и Бахчисарайского района. Иди сюда. Там на самом деле у нас есть 29 телескопов, начиная от 30-сантиметрового, заканчивая 3-метровым, чтобы вы понимали, насколько они огромные. Сереж, иди сюда. Ну это вообще, я не могу на это смотреть. Давай, что вы сейчас, ну? Шикарно, конечно. Вот тут ребро. Но людей-то, смотрите, много. Там, тут это все отдельная экскурсия. Каждая вот эта часть людей, у каждого свой этот. А вот он, сокол-то. У каждого своя машина. Ой, они там чуть ли не целуются, прям дружат. Забавно. Ой, какой большой, красивый.
Обалдеть. Птиц. Большой птиц. Ох. Да. Шикардос. Шикардос. Обалдениссимо. Куда он идет так смело? Ой, надо сфотографироваться. Видео? Ребят, какую мы дорогу прошли, это трэш. Сафари, наверное, отдыхает. Идти на впереди. Да, нам еще предстоит пройти шелковый путь, но вся тропинка была из камней. У нас шикарный водитель, он такой классный. Вот, спасибо ему большое за то, что он нам все подробно рассказывает, описывает. Он такой бодрость Он духа потрясающий водитель, от него зависит Ибрагим сейчас, его зовут. да, наша жизнь. Поэтому спасибо тебе большое, Ибрагимчик, за то, что ты нас пока что везешь в целости и сохранности. Но всем рекомендую, оно того стоит. Потрясающие виды, потрясающие горы, Атмосфера. скалы, атмосфера. Это нужно просто увидеть, ощутить. Сокол, да? Сокол. Да, да. Соколы. Это орлан белохвостый. Это орлы, орлы. Сокол поменьше будет. Покажи вид. Так что всем привет, с уважением, певица Лариса Гордера. И дизайнер Ван. Лютики, цветочки, у меня садочки. Это же эти, как их называют? Господи, я даже забыл, как их называют. Я их видел, по-моему, только в детстве. То не помню где. Которые на гвоздички похожи. Прелесть. Вот он так участочек и все, и больше нет. И еще подъезжают люди. Там мы до этого ехали. Много людей. Да, да. Вам не страшно? Первый раз страшно, вот ты едешь... Но мы не поедем, я надеюсь? Не, нет. Сейчас мы к пещерному городу, я с вами лучше так не буду ездить, рисковать не стоит. Смотрим налево, с левой стороны у нас с горизонтом сливается город Симферополь. Видите, вот такой вот городок. 30 километров мы видим вперед на самом деле. И вот эти вот две торчащие скалы, такие вот, видите, как зубья, это у нас самые старинные пещерные города, это называется Бакла. То есть они так же самое, они экскурсионные. И здесь как бы... А вот мы когда проезжали до Симферополя, не доезжали, сколько, я не знаю, там прям стоит как белая скала, и выезжаем как прям вот Титаник, как корабль белая. Две скалы. И там такое, две скалы, там такое ощущение, прям, что это как будто вот египетский какой-то. Нет, Как это... дворец, там прям как, Ящерка. Прямоугольная. как башня Да, какая-то, да, да, но Вот это она. тоже как крепость. Ну, это тоже Ну-ка, крепость. у нее лапки? Да, у нее спереди и сзади Просто лапки. Не могу ничего сказать, я просто район не изучал, как бы основу Ну тоже здесь там работаю. что-то, наверное, были какие-то. Ларис, ящерка вот Да, маленькая. дворцов по всему Крыму очень Слышишь? много, на самом деле. Ящерица. Почитаешь, Вот. насколько там забытые там. Что она не убегает, не боится? О, вот она сюда, ближе к нам прибежала. Как быстро бегает. Это вообще раньше при Украине это еще были табачные поля, то есть, ну, выращивали табак. Висит на скале. Кстати, село научное, то, что я вам Так покажу, легко на дерево половину. перепрыгнула. Как раз таки Бесстрашная заедешь, какая. от Симферополя, грубо говоря, к Ярославлю, и всё вот так вот через лесочек, ну, не через лесочек, ну, там нормальная трасса, и вот деревню будет, видите, деревня, туда к Так, если у меня сейчас фотография осталась, я вам еще хотел показать. То есть просто передавая одна есть. Ой, какая высота здесь, видите? Сам весь полностью. Без Горизонталь. красок, вообще красок нет. Так, сейчас. Чтобы он большой был. Вот это вход. Это вот вход, да. А это бисер. Бисерный храм. А, вот такая длинная. Расписывали все бисером. Красок не было. Ну, не отсырок. Чуть-чуть наклоните телефончик вот сюда.
А вот первую фотку. Нет, вторую, вот эту первую, вот это зала, да, вот такая. Угу. Вот сейчас. Ага. Угу. Это там и крупный бисер? Нет, в основном мелкий. Мелкий. То ли куст, то ли дерево. И то, и другое, да? Верхняя часть живая, а низ уже весь покорежился и покрылся мхом. Кстати, тут даже земляника есть. Где она? Вот тут была. Вот эти листочки земляничные. Так, это у нас, по-моему, третья смотровая площадка была. И четвертая осталась. А потом пешком мы идем к храму. Так, это четвертая наша вылазка. Вон сколько людей, видите? Джипинг, самый настоящий джипинг. Сейчас мы здесь все посмотрим и идем вот в эти ворота. Где они? Вот тут, да? По-моему, или там. И спускаемся вниз к следующим воротам и попадаем в храм. Вот тут и начинался шелковый путь. Вот это белая тропинка, вот шелковый путь. Да, впечатляет, конечно. Это надо видеть вживую. Ой, здесь какая высота, как страшно. А это листья, как у дуба, между прочим. Или похоже. Ну что, красота, правда? Очень красиво. Вань, как ощущение? Словами не передать, да? Шелковый путь внизу, представляешь, там шли караваны всегда. Смотри, она все боится. Я пальцем закрыла. Над воротами там I love you, сердце. Видно вам, нет, на белом камне? I love you написано. Что это за прикол-то за такой? И туда даже кто-то спускается, по ходу дела. Это пещерный город Чофут-Кале. Вход взрослые 200 рублей, дети 100 рублей, пенсионеры 150. Видите, дорожка здесь в этих камнях, она выбита, как вышиблена вот веками, годами, веками. Ну, в чем тут ездили-то, колесницы или что тут, я не знаю. Как это они в камнях вот так вот высекли, можно сказать, дорожку, тропинку. Что-то написано. Пройдите, она соединяется, потом... Вот здесь одна из пещер, люди заходят, выходят, смотрят. Она просто квадратная внутри, в скале. Здесь кусты с ягодами вот такими черными. А что это за кусты, Ларис? Звезды. Выходишь, сходящие из пещер, выходящие. Да. Потом говорят, из какой пещеры она выползла, да? Да, да, да.
Это что за ягоды черные такие, интересно? Ну, как у нас эти волчьи ягоды, а здесь я не знаю, что это такое. Ну, мы потом в следующую пещеру с вами зайдем. Вот еще одна, вторая. Это с окошком. По всей видимости, завалилось окошко камешками. Камешками. Давайте зайдем. Только там, конечно же, темно. И сыро. Ага. Сыростью пахнет. Выходи.